феврале 1944 года, когда Вторая мировая война еще бушевала в Европе, в горах Северного Кавказа развернулась одна из самых трагических операций в советской истории. За несколько дней сотни тысяч чеченцев и ингушей были насильственно выселены из родных домов и отправлены в товарных вагонах в Казахстан и Среднюю Азию. Эта операция, известная как депортация чеченцев и ингушей, стала одной из крупнейших этнических чисток в СССР и оставила глубокий след в исторической памяти этих народов. Часть 1. Исторический контекст. Чтобы понять причины депортации, необходимо вернуться к началу XX века. Чечня и Ингушетия всегда занимали особое место в имперской политике России. Горные народы Северного Кавказа долго сопротивлялись присоединению к Российской империи. Кавказская война XIX века длилась несколько десятилетий и закончилась только в 1864 году. После революции 1917 года и гражданской войны большевики столкнулись с серьезным сопротивлением на Кавказе. Горские народы не хотели принимать советскую власть, видя в ней продолжение российского колониализма. Установление советского контроля над Чечней и Ингушетией сопровождалось вооруженными конфликтами и восстаниями. В 1920-е годы советская власть проводила политику коренизации, пытаясь привлечь национальные кадры и учитывать местную специфику. Была создана Горская автономная Советская социалистическая республика, позже разделенная на отдельные автономии. Чечено-Ингушская автономная область была образована в 1934 году, а в 1936 году преобразована в Чечено-Ингушскую АССР. Однако коллективизация и индустриализация 1930-х годов вызвали сильное недовольство. Насильственное создание колхозов, изъятие скота, борьба с религией и традиционным укладом жизни привели к новым восстаниям. Советская власть жестоко подавляла любые проявления сопротивления. НКВД проводил массовые аресты и репрессии против так называемых врагов народа. Часть 2. Война и оккупация. Начало Великой Отечественной войны в июне 1941 года кардинально изменило ситуацию. Германия и ее союзники стремительно продвигались вглубь советской территории. Осенью 1942 года немецкие войска достигли Северного Кавказа. Началась битва за Кавказ, одна из крупнейших операций войны. Немецкое командование придавало большое значение захвату Кавказа. Здесь находились богатые нефтяные месторождения, контроль над которыми мог бы обеспечить вермахт столь необходимым топливом. Кроме того, захват Кавказа открывал путь на Ближний Восток и к бакинской нефти. Немецкая пропаганда активно работала среди кавказских народов, обещая независимость и освобождение от большевистского ига. Создавались национальные комитеты и легиона из военнопленных кавказцев. Однако немецкая оккупация большей части Чечено-Ингушетии не состоялась. Немецкие войска смогли занять только небольшие территории на севере республики осенью 1942 года, но уже в январе 1943 года были выбиты оттуда. Тем не менее, в этот период в горных районах активизировались антисоветские повстанческие группы. Некоторые из них пытались установить контакты с немцами. Были случаи дезертирства из Красной армии. Часть населения уклонялась от мобилизации. Именно эти факты впоследствии стали основанием для обвинений всего чеченского и ингушского народов в пособничестве врагу. Важно отметить, что десятки тысяч чеченцев и ингушей честно воевали в рядах Красной армии. Многие были удостоены боевых наград, получили звание Героев Советского Союза. Процент призванных из Чечено-Ингушетии не сильно отличался от среднесоюзного. Однако советское руководство приняло решение наказать весь народ за действия отдельных лиц и групп. Часть 3. Подготовка к депортации. Решение о депортации чеченцев и ингушей
было принято в высших эшелонах советской власти в конце 1943 года. Сталин и его окружение рассматривали переселение целых народов как инструмент обеспечения безопасности тыла и наказания за реальное или мнимое предательство. 31 января 1944 года Государственный комитет обороны принял постановление номер 5073 СС о выселении чеченцев и ингушей. Операцию поручили провести Народному комиссариату внутренних дел под руководством Лаврентия Берии. Для проведения операции была создана специальная оперативная группа НКВД. Подготовка велась в строжайшей секретности. В регион были стянуты значительные силы войск НКВД и Красной армии. По разным оценкам, в операции участвовало от 100 до 120 тысяч военнослужащих и сотрудников НКВД. Были заранее подготовлены эшелоны для перевозки депортируемых. Операция получила кодовое название «Чечевица». Ее планировалось провести максимально быстро, чтобы избежать массового сопротивления. Местному населению ничего не сообщалось о предстоящих событиях. Более того, за несколько дней до депортации в селах проводились праздничные мероприятия, посвященные годовщине Красной армии, чтобы усыпить бдительность. Часть 4. Операция «Чечевица». Утром 23 февраля 1944 года началась массовая депортация. В этот день отмечалась годовщина создания Красной армии, и многие чеченцы и ингуши не подозревали о готовящейся акции. Войска НКВД окружили населенные пункты, а офицеры начали оповещать жителей о необходимости собраться с вещами для переселения. Людям давали от нескольких минут до нескольких часов на сборы. Разрешалось взять только самое необходимое. Имущество, скот, дома оставались. Жителей грузили в грузовики и везли к железнодорожным станциям. В некоторых отдаленных горных районах для транспортировки использовались даже студебекеры американского производства, поставленные по ленд-лизу. Операция проводилась с военной жестокостью и эффективностью. Любые попытки сопротивления подавлялись силой. Были случаи, когда целые селения уничтожались вместе с жителями. Одна из самых трагических страниц депортации связана с аулом Хайбах. Жители этого горного селения физически не могли спуститься вниз за отведенное время. Тогда всех оставшихся согнали в конюшню и сожгли заживо. По разным данным, погибло от 700 до 800 человек. Старики, больные, инвалиды не могли быстро передвигаться. Были случаи, когда их оставляли умирать или убивали на месте. Семьи разделялись. Мужчин, служивших в Красной армии на фронте, часто депортировали прямо из армейских частей, не давая возможности попрощаться с семьями. К станциям депортируемых сгоняли под конвоем. Там их размещали в товарных вагонах, предназначенных для перевозки скота. В одном вагоне могло находиться от 40 до 60 человек. Условия были ужасающими. Не хватало воды, еды, не было элементарных санитарных условий. Температура на улице была минусовой, а в вагонах не было отопления. За неделю было депортировано около 500 тысяч человек. Это была одна из крупнейших этнических чисток в советской истории, проведенная с невероятной скоростью и жестокостью. Часть 5. Путь в изгнание. Путешествие в товарных вагонах длилось от 2 до 3 недель. Эшелоны шли через всю страну на восток, в Казахстан и Среднюю Азию. Условия перевозки были нечеловеческими. В переполненных вагонах не хватало воздуха. Люди задыхались, болели, умирали. Особенно тяжело приходилось детям и старикам. Многие не выдерживали тягот пути. Трупы умерших иногда выбрасывали прямо на ходу поезда. В некоторых случаях их оставляли в вагонах на несколько дней, пока состав не останавливался. Точное число погибших в пути неизвестно, но по разным оценкам оно составляет от нескольких тысяч до десятков тысяч человек. Еды выдавали мало.
Воду давали не всегда. Санитарные условия отсутствовали полностью. В вагонах распространялись инфекционные болезни. Тиф, дизентерия, другие заболевания косили людей. Медицинская помощь практически не оказывалась. Женщины рожали детей прямо в вагонах, в антисанитарных условиях. Многие новорожденные умирали в первые дни жизни. Матери не могли похоронить своих детей по традиции, не могли даже остановить поезд для погребения. Конвоиры относились к депортируемым жестоко. Были случаи избиений, издевательств, изнасилований. Люди были полностью бесправны. Любая попытка протеста пресекалась силой. Некоторые пытались бежать, но в степях Казахстана выжить было практически невозможно. Часть 6. Спецпоселения. По прибытии в места назначения депортированных распределяли по спецпоселениям. Это были колхозы, совхозы, промышленные предприятия в Казахстане и Киргизии. Большинство было размещено в Казахстане, в основном в его северных и центральных областях. Условия жизни в спецпоселениях были крайне тяжелыми. Часто депортированных размещали в неприспособленных помещениях, сараях, землянках. Зима 1944 года выдалась холодной, а люди не имели теплой одежды и нормального жилья. Многие замерзли насмерть в первые месяцы. Питание было скудным. Выдавали минимальные пайки, которых не хватало для нормальной жизни. Люди голодали. Начались массовые эпидемии. Отсутствие медицинской помощи, антисанитария, ослабленность организмов привели к тому, что смертность была чрезвычайно высокой. По разным оценкам, в первый год изгнания погибло от четверти до трети всех депортированных. Это означает, что умерло от 100 до 200 тысяч человек. Особенно высокой была детская смертность. Целые семьи вымирали полностью. Депортированные находились под постоянным надзором комендатур НКВД. Им запрещалось покидать места поселения без специального разрешения. За нарушение режима грозило тюремное заключение или отправка в лагеря. Люди были фактически превращены в бесправных рабов. Чеченцев и ингушей заставляли работать на самых тяжелых и вредных производствах. Их использовали на стройках, на добыче угля, в сельском хозяйстве. Условия труда были каторжными. Люди работали по 12-14 часов в день, без выходных, за мизерную плату или просто за паёк. Местное население часто относилось к депортированным с недоверием и враждебностью. Их обвиняли в предательстве, называли бандитами и пособниками немцев. Впрочем, были и случаи человеческого сострадания, когда казахи и киргизы помогали изгнанникам, делились едой, давали приют. Часть 7. Жизнь в изгнании. Годы, проведенные в изгнании, были временем тяжелейших испытаний для чеченского и ингушского народов. Люди пытались выжить в чужих краях, сохранить свою культуру, язык, традиции. Это было не просто в условиях постоянного надзора и дискриминации. Детей депортированных записывали в школах как казахов или русских. Преподавание на родном языке было запрещено. Чеченские и ингушские книги, газеты перестали издаваться. Власти пытались стереть саму память о существовании этих народов. На Кавказе была ликвидирована Чечено-Ингушская АССР. Ее территория была разделена между соседними регионами. Населенные пункты переименовывались, названия на картах менялись. Дома депортированных заселяли переселенцами из других республик. Уничтожались кладбища, исторические памятники, все, что напоминало о прежних жителях. Несмотря на все трудности, чеченцы и ингуши сохраняли свою идентичность. Они передавали детям язык, рассказывали о родных горах, поддерживали традиции. Семьи старались держаться вместе, помогать друг другу. Это единство помогло народу пережить изгнание. Постепенно условия жизни немного улучшились. Люди обустраивались, строили дома, обзаводились хозяйством.
Некоторые даже сумели получить образование, найти хорошую работу. Но статус спецпереселенцев оставался, и это означало постоянный контроль, ограничение прав, невозможность вернуться на родину. После смерти Сталина в 1953 году началась хрущевская оттепель. Постепенно стали пересматриваться многие репрессивные меры. В 1956 году на 20-м съезде КПСС Никита Хрущев выступил с докладом о культе личности Сталина, осудив многие преступления сталинской эпохи. Часть 8. Реабилитация и возвращение. В 1957 году было принято решение о восстановлении Чечено-Ингушской АССР и разрешении депортированным народам вернуться на родину. Это решение далось нелегко. В руководстве страны были разные мнения по этому вопросу. Многие опасались, что возвращение депортированных вызовет конфликты с теми, кто занял их дома. 9 января 1957 года был издан указ Президиума Верховного Совета СССР о восстановлении Чечено-Ингушской АССР в составе РСФСР. Чеченцам и ингушам разрешили вернуться на родину. Это стало огромной радостью для народа, мечтавшего об этом 13 лет. Однако возвращение оказалось непростым. Многие дома были заняты новыми жителями, которые не хотели их покидать. Имущество было разграблено или уничтожено. Сады и виноградники заросли. Кладбища были разорены. Возвращенцам приходилось начинать жизнь с нуля. Власти не оказывали достаточной помощи в обустройстве. Компенсации за утраченное имущество практически не выплачивалось. Люди сами строили дома, восстанавливали хозяйство. Это требовало огромных усилий и времени. Между вернувшимися и теми, кто занял их места, возникали конфликты. Были случаи насилия и столкновений. Властям приходилось вмешиваться, чтобы не допустить эскалации напряженности. Ситуация оставалась сложной еще долгие годы. Несмотря на реабилитацию, советская власть никогда полностью не признала депортацию преступлением. Официально говорилось о перегибах и ошибках, но системного осуждения политики депортаций не было. Тема оставалась практически закрытой для публичного обсуждения. Только в конце 1980-х годов, в период перестройки, стало возможным открыто говорить о трагедии депортированных народов. В 1991 году был принят закон о реабилитации репрессированных народов, который признал депортации незаконными и преступными. Часть 9. Историческая оценка и последствия. Депортация чеченцев и ингушей была частью более широкой политики этнических чисток, проводившейся советским режимом в 1940-е годы. Кроме чеченцев и ингушей, депортации подверглись крымские татары, балкарцы, калмыки, карачаевцы, немцы Поволжья, греки, корейцы и другие народы. Официальным обоснованием депортации было обвинение в массовом сотрудничестве с немецкими оккупантами. Однако это обвинение не выдерживает критики. Большинство чеченцев и ингушей не имели никакого контакта с немцами. Территория Чечено-Ингушетии была оккупирована лишь частично и на короткий срок. Действительно, имели место случаи дезертирства, уклонения от мобилизации, антисоветских выступлений. Но подобные случаи были характерны для многих регионов СССР. Однако массовым депортациям подверглись только кавказские и некоторые другие народы. Это свидетельствует о том, что настоящие причины были иными. Историки выделяют несколько факторов, которые могли повлиять на решение о депортации. Во-первых, это стремление обеспечить безопасность стратегически важного Кавказского региона путем устранения потенциально нелояльного населения. Во-вторых, это желание наказать народы за реальное или мнимое сопротивление советской власти. В-третьих, депортация была частью общей национальной политики Сталина, который подозрительно относился к малым народам и стремился к унификации страны. В-четвертых, существует мнение,
что депортация использовалась как источник дешевой рабочей силы для промышленности и сельского хозяйства восточных регионов. Последствия депортации для чеченского и ингушского народов были катастрофическими. Погибло от трети до половины всего населения. Была разрушена традиционная культура, утрачены многие элементы материального и духовного наследия. Народы пережили тяжелейшую психологическую травму, последствия которой ощущаются до сих пор. Депортация оставила глубокий след в исторической памяти чеченцев и ингушей. Каждый год 23 февраля отмечается как День памяти и скорби. В Чечне и Ингушетии установлены мемориалы жертвам депортации. Проводятся мероприятия, посвященные этой трагедии. Травма депортации повлияла на формирование национального самосознания. Она стала одним из факторов, которые привели к чеченскому конфликту 1990-х годов. Недоверие к центральной власти, память о несправедливости и жестокости создали благодатную почву для сепаратистских настроений. Депортация чеченцев и ингушей в 1944 году остается одной из самых трагических страниц в истории народов Кавказа и всего Советского Союза. Это была операция, проведенная с холодной жестокостью тоталитарного режима, который не считался с жизнями людей и попирал элементарные права человека. Сотни тысяч невинных людей были вырваны из родных мест, лишены имущества, подвергнуты нечеловеческим испытаниям. Десятки тысяч погибли от голода, холода, болезней, жестокости конвоиров. Целые поколения выросли в изгнании, лишенные возможности жить на земле предков. Эта трагедия напоминает нам о том, к каким ужасным последствиям может привести государственная политика, основанная на подозрительности, коллективной вине и пренебрежении к человеческому достоинству. Депортация чеченцев и ингушей, как и другие подобные акции, была преступлением против человечности. Память о депортации должна сохраняться не только для того, чтобы почтить жертв и воздать справедливость пострадавшим народам. Она должна служить предостережением для будущих поколений, напоминанием о том, что никогда нельзя допустить повторения подобных трагедий. Важно, чтобы история депортаций изучалась объективно, без политизации и использования в конъюнктурных целях. Только честное признание преступлений прошлого, покаяние и примирение могут стать основой для построения справедливого общества, в котором уважаются права всех народов и каждого человека. Сегодня чеченский и ингушский народы живут на своей исторической родине. Они восстановили свою государственность, возрождают культуру и традиции. Но шрамы прошлого еще не зажили. Память о депортации передается из поколения в поколение, напоминая о том, через что пришлось пройти этим народам. Депортация 1944 года является неотъемлемой частью истории не только Чечни и Ингушетии, но и всей России. Признание этого преступления, понимание его причин и последствий необходимо для того, чтобы строить будущее на основе правды, справедливости и взаимного уважения между всеми народами страны.